Команда, привет! Я приветствую вас в этом дне на этой тренировке. У нас сегодня с вами силовая с элементами пилатеса, а это значит, что большинство из упражнений будет направлено на укрепление мышц кора. Что это за мышца? Это мышцы пресса, это мышцы спины и мышцы ягодиц, то есть середина нашего тела. Та середина, которая стабилизирует весь наш опорно-двигательный аппарат. Очень важно, чтобы эти мышцы были равномерно развиты и укреплены. Ну что, нам понадобится обувь? Ой, коврик, конечно же коврик. Обувь нам не понадобится, но можно надеть, если вам так удобней. Ударной нагрузки совершенно не будут, все движения будут в достаточно плавном, приятном темпе. Будем работать с вами по таймер 40 на 20. 40 секунд будем выполнять упражнение, 20 секунд будем подготавливаться к следующему упражнению. Мы начнем с вами сразу с упражнений. Мы включаем таймер. 20 секунд у нас на подготовку, начинаем выстраивать все наше тело. Ноги на ширине тазобедренных суставов и вытягивая правое колено вверх, мы выполняем круг руками назад. Левое колено вверх, круг руками назад. Включаем мышцы-стабилизаторы, которые позволят делать следующую работу более продуктивной. Ну что, поехали. Начинаем выполнять, все время переступая с ноги на ногу, делаем большой круг руками назад. Наша задача в первых движениях разогреть суставы и включить более глубокие слои мышц в работу, для того, чтобы весь опорно-двигательный аппарат подготовился к продуктивной и, возможно, даже энергоемкой работе, интенсивной работе. Хорошо. Движения простые, но при этом включают центральную нервную систему, заставляют наши суставы выделять синовиальную жидкость и все обменные процессы заводиться. Мы в следующем упражнении, можно чуть-чуть отдохнуть, оставим одну ногу на весу и будем выполнять все время скручивание только в одну сторону. Можно приготовиться сейчас, либо походить со стороны в сторону, либо поднимать колени вверх. 20 секунд у нас отдых, и мы уже начинаем. В разминке тоже есть отдых, для того, чтобы я успевала для вас объяснить последующее упражнение, а вы успевали его попробовать. На протяжении всей тренировки мы будем с вами работать 40 на 20. Хорошо. Скручиваем корпус и возвращаемся. Бедро уже начинает вставать, да, чувствуете? Это хорошо, колено выше поднимай, потому что нам нужно уже включать мышцы в работу, уже готовить наш организм к тому, что сейчас будет осуществляться более интенсивная работа. Немножко отдыхаем, даем возможность дыханию восстановиться, если оно сбилось. Можно в любой момент делать глубокий вдох и выдох. И, естественно, мы будем делать все то же самое в противоположную сторону. Готовы? Давайте. Скручивание корпуса и возврат в исходную позицию. Максимальная амплитуда, спина прямая, взгляд направлен вперед по траектории движения. Скручиваем весь корпус. Выдох и возврат в центр вдоха. Еще несколько секунд. Отлично. Следующее упражнение, оно последнее, будет легкое, разминочное. Дальше уже посерьезнее начнем нагрузку. Мы поочередно шейный, грудной, поясничный отдел сгибаем и разгибаем в обратном порядке. Нужно сделать так, чтобы было артикуляционное движение. Мы начинаем. Сначала шейный отдел округляем, затем грудной, затем поясничный. Отпускаемся вниз, внизу сделали вдох и на выдох, подтягивая пупок к позвоночнику, раскручиваем себя в вертикаль. Снова шея, грудь, поясница, поясница, грудь, шея в конечном счете. Хорошо, можно делать чуточку побыстрее, можно остаться наоборот в медленном темпе и попытаться сделать движение это максимально артикуляционным, то есть поочередно каждым позвонком мы наклоняемся, а потом вытягиваемся вверх в потолок.
Хорошо. Перейдем на край ковра, так, чтобы весь коврик оставался в середине, перед вами, вернее. Округляем вниз, переходим в позицию планки, уходим обратно и поднимаемся круглой спиной вверх. Приготовьтесь, пожалуйста, сейчас будем начинать. Здесь артикуляционное движение. Сохраняем. Начинаем. Шея, грудь, поясница. Ладонями по полу. Планка. Уходим обратно. Поясница, грудь, шея, выпрямились. Шея, грудь, поясница. Переходим потихоньку, да, мы с вами к более интенсивным движениям. Задействуем мышцы пресса и мышцы спины в работу. Когда вы идете в планку и из нее, постарайтесь таз не раскачивать. Здесь такое стабильное положение корпуса, тазовые кости направлены вниз. Хорошо, мы с вами закончили. В следующем упражнении из позиции планки мы будем поднимать таз вверх и отпускаться снова в планку. Поднимать таз вверх и в планку. Приготовьтесь. Начинаем. Таз вверх, уголок. Планка. Уголок. Хорошо. Контролируйте движение. В нижней точке как будто тазом чуть-чуть продавили, но нет вот такого проваленного движения, проваленной позиции. Хорошо, до планки. Пресс ощутили, тазом, ягодицами напряглись, тазом продавили себя. И снова поднимаемся в уголок. Мы с вами продолжим дальше это же упражнение, но только немножко модифицировано. Отпускаемся на предплечье, колени отрывая от пола, поднимаемся в уголок, колени зависли над полом. Снова уголок и колени зависли над полом. Немножко отдыхайте, не забывайте, что 20 секунд это ваше время восстановления. Начинаем. Уголок и планка. Во время уголка мы стараемся голову поместить между локтей, для того, чтобы еще больше прогнуться в спине, включить мышцы спины в работу. Если вам сложно, чуть-чуть надо потерпеть. Дальше отдохнем. Есть люди, которым сложно. Вот в позиции головой вниз, это значит, что мозжечок не готов к этому. Но или давление, да, слишком высокое поднимается. Но это тренируется. Это первый звоночек, что вам нужно тренировать свое тело. Если совсем дурно становится, в таком случае да, в таком случае надо менять позицию. Ну что, у нас с вами поворот, удержание в правую сторону и в левую сторону. Все время будем менять позицию боковой планки, то правой стороной, то левой. Начинаем. Так вот, если вам головой вниз стоять некомфортно, неудобно, неприятно, то это вот уже говорит о том, что вам нужно это тренировать. Что ваше тело должно развиться в этом направлении. Это значит отстающий момент у вас, в вашем организме. Потому что головой вниз мы должны стоять, это очень полезно. Для давления, для кровообращения, для лимфатической системы, для внутренних органов. Отлично. Отлично. Отдохните, расслабьте кисти. Я покажу следующее упражнение. Из боковой планки я вытягиваюсь рукой вверх, а затем тянусь до противоположной ноги. Снова вверх и до противоположной ноги. Вот прям важно достать до ноги противоположной. И возвращаемся в Т-планку. Начали? Вытянулись и до противоположной ноги. Опа. Это последнее будет упражнение в планке, позиции планки, поэтому нужно немножко потерпеть. Возможно, это сложно. Вам дается. Я уверена, что вы доделаете до конца 20 секунд, даже уже меньше. Вдох и выдох в уголок.
Мы с вами уходим на предплечье. Из предплечьев работаем ногой диагональ до плеча и возврат в исходную позицию. Еще раз до плеча в сторону и в исходную позицию фронтально. Начинаем. Колено тянется до плеча и возвращаем тазовые кости вниз. Снова колено до плеча, тазовые кости вниз. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Мы с вами доделаем другую сторону чуточку позже. С рукой, да, в планке, когда мы выполняли упражнение. Сейчас пока что отдохнем немножко. Все время нога на весу, стараемся амплитудой максимальной двигать. Отлично. Следующим упражнением это же нога двигается вверх и вниз. Вверх и вниз. Приготовьтесь, пока что отдыхаем. Старайтесь держать спину прямой, не прогибаться в пояснице. Начинаем. То есть здесь наверху нет прогибов, поясницу лучше пониже отпустить, но пресс напрягаем. И не прогибаемся. Хорошо. Контролируем каждый сантиметр движения. Контролируем свои мысли. Думаем сейчас о мышцах, не о том, что нам предстоит делать в повседневном дне, в повседневной жизни. Ага. В следующем упражнении у нас с тобой со стороны нога вытянута. Мы берем опору на одно предплечье и будем делать такой амплитудной пружиной. Мах со стороны. Начали. Мах. Чуть-чуть корпус смещаем на опорную ногу, то есть если правая нога у нас сейчас выполняет мах со стороны, то правая кисть стоит на полу, а левое предплечье берет опору о локоть, да? Корпус берет опору о локоть левой руки. Вау, ощущение огонь. Держитесь, держитесь, держитесь со мной. Можно вниз бросать ногу, прям чуть-чуть отдохнули, мах. Отдохнули, мах, браво. Я очень надеюсь, что все хорошо, все получилось. Меняем сторону. Мы сейчас будем делать снова боковая планка и тянемся к противоположной ноге. Боковая планка и тянемся к противоположной ноге. Приготовьтесь, пожалуйста, и начинаем с вами. Удержание и скрутились позвоночник. Когда сложно, делаю выдох. Еще. О, вот это да. Вот это хорошее ощущение. Так, ну что, как дела там? Все хорошо. Продолжаем. Предплечье. У нас нога двигается в сторону до плеча. И вытягиваемся, разворачивая таз фронтально. Начинаем. В сторону и фронтально. Темп ощущается, да? Достаточно медленный, спокойный. Никуда мы не спешим. Наслаждаемся движением, осознаем амплитуду упражнения, осознаем, какие мышцы у нас работают в процессе тренировки. Здесь очень важно в силовой, да, тренировке мысленно ощущать проработку ключевой группы мышц. Это очень важно. Все время думать о том, на что мы работаем. Хорошо?
Арнольд Шварценеггер, когда раскачивал свои бицепсы, он представлял, как его бицепс надувается на всю комнату. И, возможно, это один из факторов, который помог ему накачать такие мышцы. Поэтому думаем о своих ягодицах и делаем разгибание бедра, стоя на предплечьях. Давайте, начинаем. Раз. Знаю, что наше сознание, оно такое, безостановочно погружает нас в рутину. А что же приготовить? А как же сделать уроки с ребенком? Или выгулять собачку и так далее. Но при этом мы все время себя так, назад. Сейчас есть ты, есть я, вернее, да? Есть этот момент. Это тренировка с Настей. И она должна пройти максимально продуктивно. Окей? Хорошо. Супер. Отдохнули. Можно даже потянуть таз чуть-чуть вправо и влево. И у нас с вами интенсивное, да, упражнение. Ярко ощущать будем мышцы ягодиц. На одно предплечье остаемся и делаем пружину со стороны ногой. Ну что, готовы? Начинаем. Находясь на предплечье на одном, вторую руку выставляем в сторону на кисть руки опора и делаем мах. Помнишь, да, можно бросать ногу вниз, доли секунды отдыхать, снова подниматься вверх, снова доли секунды и вверх. Это если совсем не могу, но наша задача желательно сделать одинаковое количество повторений как на правую, так и на левую сторону, чтобы и правая, и левая нога стали очень красивыми. А то правая будет красотка, а левая, ну, так себе. Ага. Есть. Таз тянем назад. Перекатись в правую сторону, в левую сторону. Мы сейчас отдохнем. Сейчас можно попить. Ага. Попить, немножко отдохнуть. И мы будем перемещаться в позицию стоя. Продолжать работу будем из положения стоя. В следующем упражнении мы будем выполнять приседания, унося вес тела на пятки, и подъем на полупальцы в приседе. Снова в приседе остались, вытянули руки над головой, уходим на полупальцы, руки назад. Все время меняем, чередуем позицию. Руки над головой и назад. Начинаем. Приседание. На полупальцы и обратно. На полупальцы и обратно. Еще. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Мы включаем работу мышц стабилизатора, включаем икроножный отдел. Чуть ниже попытайся сесть. Немножко осталось. Отлично. Отдыхаем. Можно встряхнуть немножко ноги. Мы будем выполнять приседания, поднимаясь за руками на полупальцы. Приседание. Такой круг руками, как будто плывем. Угу. Ну что, готовы? Ноги на ширине таза. Начинаем. Круг руками. Вытягиваемся вверх. Круг руками. Вытягиваемся вверх. Круг. И за руками вверх. Еще немножко. Ага. Хорошо. Ниже попробуй сесть. Супер. В следующем упражнении мы останемся на одной ноге. Руки убираем за голову. Выполняем наклон на ноге и подъем бедра вверх. Наклон. Нога может остаться на весу. Это более сложный вариант. Нога может остаться на полу. Это более легкий. Начинаем. Руки за головой, утяжеляя позицию нашего тела.
Можно в руки что-то взять, утяжелитель, бутылку с водой, сумку, набитую книжками. Можно даже бутылку с водой расположить прямо за головой. Это еще больше увеличит рычаг действия и добавит нагрузку. Еще несколько раз. Есть. Отдыхаем, встряхните ноги, остаемся на этой же ноге, и мы будем делать выпад и ногу выпрямлять вперед. Выпад и ногу выпрямлять вперед. Руки можно оставить за головой для более тяжелой позиции. Можно убрать их на талию, либо руки могут балансировать, вам помогать. То есть, когда вы руки перед собой убираете и назад они уходят, то это более легкий вариант, самый легкий вариант. Если уходите, фиксируете их за головой либо на талии, это уже посложнее. Такой пинок вперед. Пинок, ага. Давайте, ниже выпад. Все очень качественно, не спеша. Осознавая, что мы работаем над ягодицами, в особенности спереди располагающейся ноги. Отдохнули. Поменяли сторону. Будем делать наклон и подъем просто бедра вверх. Можно взять опору ногой о пол, если слишком теряете равновесие. Приготовьтесь. Начинаем. Поднимаем бедро как можно выше, напрягая мышцы пресса. Хорошо, еще вытягиваемся в одну прямую линию и возврат обратно. Оп. Супер. Отдыхаем, ноги можно встряхнуть, мы будем выпадать, делать выпад и затем мах ноги вперед. Руки свободно, это легкий вариант, руки за головой либо фиксированы на талии, это вариант посложнее, то есть руки не дают балансировать, и поэтому мышцы стабилизатора ног, спины включаются интенсивнее. Выпад и ногу выпрямляем вперед. Выпад и ногу вперед. Можно сделать даже помедленнее вот здесь. Пам-пам. И это еще больше усложнит вам жизнь. Смотрите, выбирайте по своему состоянию. Если чувствуете, что готовы чуть-чуть усложнить, то прям подконтрольно, медленно выпрямили, медленно согнули. Если наоборот сейчас пока что очень сложно, то можно делать движение порезче. Пам, мах, и все. Супер. Хорошо. Мы переходим с вами в ковер. Боковая планка. Поднимаем таз вверх и отпускаем его вниз. Все время в динамике. Можно нижним коленом взять опору. Ага, начали. Руку можно вытянуть, если так удобнее тянуться до потолка. Можно положить на талию. Это не принципиально. И знаете, такой как будто полукруг вперед и вниз. Снова вперед и вниз. Верхняя нога берет опору сверху, спереди. Не сзади, а спереди. Динамика. Включаем мышцы спины, мышцы пресса в работу. Время выдох. Наверху, в верхней точке выдох. Супер. Отлично. Обе ноги согнуты в колени, верхняя нога позади, нижняя нога спереди. И мы поднимаемся вверх, опора о нижнюю ногу, разводим бедра, отпускаемся вниз. Вверх и вниз. Дополнительно включаем среднюю ягодичную мышцу и дорабатываем мышцы спины и пресса. Плюс еще делаем с вами
такую работу на среднюю ягодичную мышцу. Смотрите, у меня нога нижняя, она убежала все-таки назад. Поэтому, если вам некомфортно, так как я сказала, что нижняя нога спереди, то вы тоже можете поменять так, как вам комфортно. Ладно, то есть чувствуйте свое тело, оно вам подсказывает, где более удобная позиция. У меня просто так получается делать упражнения амплитуднее. Хорошо. Отлично. Мы продолжаем прорабатывать эту же сторону, и это крайнее упражнение в этой комбинации. И здесь мы поднимаем ногу, руку и отпускаем таз. Ногу, руку и отпускаем таз. Окей? Пока что можно отдохнуть, вот так вот провалиться, покайфовать. А вот теперь уже начать. Вверх. Можно ногу оставить прямую, отпускать ее все время прямую. Можно возвращать в согнутую позицию, как вам удобней. Прямой ногой увеличивается амплитуда вот этого подъема при длинном рычаге ноги. Ну, то есть немножечко усложняется, да? С вытянутой ногой вариант посложнее. Все время сгибая ногу, вариант полегче. Еще чуть-чуть и поменяем сторону уже. Ага. Вау, нижняя ягодица уже ощущается прям классно. Супер. Давайте, пожалуйста, поменяем сторону. В боковой планке на прямых ногах мы будем поднимать таз вверх, опускать его вниз. Все очень стабильно и понятно. Верхняя рука либо за вытянута, либо за головой, либо на талии. Начинаем. Таз таким легким полукругом, снизу слегка вперед. Для того, чтобы это было удобно делать, мы верхнюю ногу ставим спереди, нижнюю ногу ставим позади. Еще. Выдох. Немножко осталось. Есть. Отлично. Нижним коленом берем опору и будем с вами подниматься вверх, разводя колени в стороны, включая среднюю ягодичную, малую ягодичную мышцу. И продолжая прорабатывать косые мышцы живота, мышцы спины. Готовились? Начинаем. Таз вверх. Выдох. Выдох. Выше старайтесь поднять таз. Не отпускать его на пол до конца. Все время оставляя на весу. Чуть-чуть выше. Есть. Браво. Отлично. Можно отдохнуть, сесть, стряхнуть руку. Чуть расслабить предплечье, расслабить плечо. Очень важно не проваливаться. И в боковой планке мы будем поднимать ногу вверх и отпускать таз вниз. Ногу вверх в середину, руку вверх, таз вниз. Начинаем. Начинаем уверенно упражнение. Наверху выдох. Мы сейчас доделаем с вами этот подход и отдохнем. Один подход, мы с вами будем отдыхать. И продолжим с упражнений из позиции стоя. Еще чуть-чуть осталось. Давай, дотерпи чуть-чуть. Непонятно, кому говорю, себе или вам. Себе тоже, кстати, говорю. Говорить начинаю эту фразу, когда сама начинаю сильно уставать. Ну, выпрямите руки над головой, выпрямите ноги. Немножечко давайте полежим. Расслабимся, расслабим тело. Можно сейчас попить воды, немножко отдохнуть. Мы сейчас отдохнем чуть подольше.
для того, чтобы восстановить все силы, для того, чтобы без отдыха, без слишком длительного отдыха, да, 20 секунд у нас отдых будет оставаться всегда, без длительного отдыха продолжить выполнять последний большой-большой сет упражнений. Начнем мы с позиции стоя, завершим в позиции лежа, потом растянем наше тело. Хорошо. Можно как бы сказать, что тренировка подходит к концу, но по факту упражнений еще достаточно много. Отлично. Попейте, пожалуйста, воды, если еще этого не сделали. И мы с вами переместимся в позицию стоя. Можно потихоньку вставать. Мы будем выполнять из позиции стоя на одной ноге вытяжение в разные стороны. Наша задача вытянуться вперед, вернуться в центр, вытянуться по диагонали в сторону влево, вытянуться в центр, в сторону вправо, вытянуться в центр. Все время на одной ноге. Опять-таки легкий вариант, да, если вы чувствуете, что не получается балансировать, легкий вариант одной ногой держать опору сзади, слегка сзади. Таким образом вы будете потихоньку укреплять мышцы, но, естественно, вот это упражнение с опорой, оно менее энергозатратно, более легкое. Выберите свой подходящий вариант через 10 секунд. Мы уже начнем. Можно начать с опоры на правую ногу. Давайте все вместе. Правая нога на полу, левая нога на весу, спина прямая, вытягиваемся руками вперед, возврат в центр, влево или вправо, возврат в центр, в противоположную сторону, возврат в центр. Зная, что теряете координацию, мы для этого и выполняем данное упражнение. Для того, чтобы потерять координацию, для того, чтобы включить более глубокие слои мышц в работу, для того, чтобы проработать мышцу ягодиц, которая держит нашу позицию сейчас. Чуть-чуть осталось, потерпите. Отлично. Из позиции стоя выпад реверанс. Диагональ назад, баланс в центр. Диагональ назад. Все время на одну сторону. Наша задача уйти глубоко назад диагональ, при этом при условии, что вашим коленям не больно. Если больно, то тогда делаем просто наклон и подъем. Окей? Когда болят колени, мы все выпады, все приседания меняем самостоятельно на наклон. Как коврик халтурит у меня немножко. Попозже его поправим. Все время красивое такое статное движение. Спина прямая, носик высоко, гордо поднят вверх. Реверанс, выпад в диагональ и подъем вверх. Супер. Отдыхаем. И у нас смена стороны с вами. На левой ноге мы будем вытягиваться с вами вперед, возвращаться в середину, диагональ на правую сторону и на левую сторону. Приготовились. Начинаем. Вытяжение. В сторону. В сторону. Такую силовую тренировку мы функциональности с вами добавили, потому что пилатес — это изначально функциональное занятие. Но благодаря тому, что мы делаем в медленном темпе, мы все-таки с вами делаем акцент больше на тренировку именно силы нашего тела. Но в данном упражнении, возможно, у кого-то больше будет координация развиваться. Есть. Реверанс. Носик гордо поднят вверх, грудь раскрыта, лопатки соединены. Левая нога опорная, правой все время назад диагональ. Возврат, поднимая колено вверх. Ну что, готовимся. И начинаем. Назад диагональ и вверх.
Вот иногда очень приятно вернуться к таким тренировкам, да, где ты никуда не спешишь, где ты делаешь все стабильно, понятно, в комфортном темпе. Все движения очень ясные, четкие, амплитудные. И все. Иногда это имеет место быть. Вообще все виды тренинга имеют место быть. Очень классно, что у нас так много вариантов для выбора. И очень классно, когда вы не фиксируете себя на одном и том же. Когда вы все время что-то добавляете новое в свой тренинг. В наклоне соединяем лопатки, соединяем локти. И все время в статике. Приготовьтесь. Начнем. В наклоне соединяем лопатки и локти. Ноги слегка согнуты в коленях. Спина прямая, взгляд направлен вперед. Можно прям на 1-1,5 метра перед собой его направить. Но при этом таких заломов в шее не должно быть. Ощутите, как ваши лопатки разводятся по сторонам, а потом соединяются и направляются вниз вдоль позвоночника. Все. Браво. Отлично. Отлично. Мы с вами перемещаемся в позицию на полупланке, на коленях. Отпускаться будем вниз, разгибать корпус, подниматься вверх снова на колени. Угу. Начинаем. Аккуратно, спокойно отпускаемся вниз, поднимаем верхнюю часть корпуса, руки в упор, пресс напряжен и выталкиваем сначала таз, а потом грудь. Ладно? Смотрите, вот так, грудь, а потом таз. Это неправильно, вы нагружаете свой позвоночник, поясничный отдел. Отпустились, разогнулись. Сначала таз, а потом грудь. Окей? Отлично. Уверена, что у вас получается. Возможно, медленнее, чем у меня. Это нормально. А возможно, вместе со мной. Это очень классно. Боковой позиции, лежа на полу, мы будем с вами поднимать верхнюю ногу и приподнимать корпус от пола вверх и вниз. Приготовьтесь. Начинаем. Вверх и вниз. Здесь вы можете усложнить, поднимая 2 ноги вверх, если получается. Еще немножко. Держимся, держимся до конца. Можно с одной ногой, да? Чувствуете, что устали? Можно с одной ногой. Работаем над косыми мышцами живота, над мышцами спины. Здесь. Остаемся внизу, лежа на боку. И верхней ногой выполняем движение вперед и назад. Вперед и назад. Здесь нам можно утяжелить за счет того, что вы рукой верхней не придерживаетесь спереди, а убираете ее на бедро. Попробуйте. Вперед. И такое, чувствуете, прям нестабильная позиция. Хочется вперед увести, и корпус такой раз завалился. Нет, наше тело стабильно, неподвижно. Стабильно, неподвижно. Можно попробовать взять опору, но вы чувствуете, что как переносите центр тяжести на руку, на пальцы, на кисть руки сверху расположенной. Я выбираю тренировать мышцы-стабилизаторы, поэтому стараюсь перенести руку на бедро, положить на талию, как удобно. Но при этом корпус прям неподвижен, стабилен, четко находится в середине. Отлично. В следующем, сейчас пока что расслабьте, сверху колено можно согнуть. Мы в следующем упражнении сделаем вот такую легкую, короткую пружину. Угу. Расслабляемся, отдыхаем. Нам нужно восстановить мышцу ягодицы и бедра, сверху расположенной ноги. Угу. Для того, чтобы 40 секунд вот сейчас сделать такую короткую
но при этом четкую пружину вверх, чтобы мышца ягодиц, бедра, икры, икроножные мышцы, да, если они горят у вас сейчас, то попробуйте расслабить стопу. Стопа прям расслаблена. Если получается у вас расслабить стопу, то вообще кайф и наслаждение. Ага. Ох, ощущения прекрасные. Еще немножко. Меняем с вами сторону. Повторяем все то же самое на другую сторону. Плечом берем опору и будем подниматься вверх. Верхней частью тела, верхней ногой, а возможно двумя ногами, да, если делали на прошлую сторону более сложный вариант. Поднимаем вверх корпус и отпускаем. Если могу, пробую с вариантом посложнее. Прорабатываем косые мышцы живота, мышцы спины. Ну и, естественно, включаются мышцы ног. Никуда мы от них здесь не денемся. 10 секунд. Браво. Находясь на кисти, на предплечье, ногой вперед и назад. Вперед и назад. При этом корпус стабилен. У нас с вами верхняя рука может вас придерживать. Обратили внимание, да, я в прошлый раз не зафиксировала ваше внимание на том, что я носком веду вперед, а пяткой веду назад. Носком вперед, а пяткой назад. Это очень здорово натягивает нашу фасцию, нашу линию тела, то переднюю, то заднюю, и еще глубже прорабатывает мышцы, заставляет их активизироваться. Так, пробуем, да, без руки. Если выполняли на прошлую сторону, без руки. Пробуем усложнять, корпус стабилен. Есть. Отдыхаем, можно ногу вперед, чтобы расслабить икры, расслабить бедро, немножко натянуть, растянуть, отдохнуть. Глубокий вдох, медленный выдох. Помните, что будем делать? Пружину, да, со стороны. Начинаем. Вытягиваем. Такая небольшая пружина. Я могу поднять ногу выше вверх, но смысла в этой амплитуде здесь нет. Наша задача включить отводящую мышцу среднюю ягодичную, проработать бедро и проработать голень. Если голень сильно горит, стопу расслабляем, стараемся ее расслабить. Если не получается расслабить, это говорит о том, что нейронно-мышечная связь мозга и вашей мышцы, она не налажена. Значит, вы не можете управлять своим телом, значит, ваш мозг управляет вашим телом. Есть над чем подумать, да? Это говорит о том, что нужно тренироваться еще больше. Мы на коленях с вами. Вытягиваем руки над головой. Корпус назад, круг рукой. Назад, круг рукой. Приготовились? Начинаем. Через низ, назад, вверх, вернулись. Корпус уводим настолько низко, назад, насколько это позволяет не провалиться, сесть, а удержать всю прямую линию тела. Бедро и корпус одинаково. Хорошо. Где сложно, там выдох. Есть. Мы находимся на четвереньках. Вытягиваем правую, левую руку, ногу вверх, возвращаем в исходную позицию. Левую, правую, исходную позицию. Все время чередуем стороны, чередуем руки. Приготовьтесь. Вытянули, вернулись. Вытянули,
Старайтесь поднимать руку-ногу не слишком высоко, потому что здесь наша задача напрячь пресс. Без прогибов поясницы в следующем упражнении мы с вами вытянем руку и ногу и делаем отведение в сторону, в середину, в сторону, в середину. Пресс подтянут, живот напряжен, поясница не должна проваливаться. Хоп, собрали и начали. Все время одна и та же сторона, в сторону и в серединку. Осталось совсем чуть-чуть, несколько упражнений у нас с вами. И все, и завершим на сегодня тренировку. Но надо их доделать их качественно, амплитудно, четко, красиво. Угу. Потом обязательно напишите мне обратную связь, как вам такой тип тренировки, в котором нет повторения одинаковых упражнений, да? Все время новое, каждый подход это новое упражнение, новая динамика. Стоп, поменяли. Насколько вам это комфортно? Возможно, кому-то комфортнее работать с подходами. Когда за первый подход мы выучили упражнение, за второй подход мы его отработали, за третий подход мы добили мышцу ключевую. Возможно, это комфортнее, да, удобнее. Вот мне очень... Ага, другая рука, другая нога. Мне очень интересно будет услышать от вас обратную связь, насколько вам было комфортно работать один подход на одно упражнение. Корпус стабилен, неподвижен, только нога, только рука. Ну что, как вы там, как настроение? Доделываем до конца, качественно доделываем. Отлично. Есть. Переворачиваемся. Поднимаем таз, поднимаем бедро. Пам. Пам. Как настроение? Все хорошо? Начинаем. Ногу выпрямляем и сгибаем. Выпрямляем. А таз попытайся поднять выше. Выше, 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 выше. Прям разогнуться в плечах. Раскрыть грудь. Поднять бедро как можно выше. Выпрямить ногу до конца. Разогнуть ее в коленном суставе. Чуть-чуть осталось. Еще немножко. У нас буквально осталось одно упражнение на правую и левую сторону. Повторим его. Все. Опускаемся на предплечье. Поднимаем таз вверх. Бедро вытянули. Отводим бедро в сторону. Поднимаем вверх. В сторону и вверх. Приготовьтесь. Через 3 секунды начнем. Таз наверху, на предплечьях стоя. Грудь раскрыли. Таз остается на весу. Убирая бедро в сторону, мы стараемся таз никуда не разворачивать, никуда не отводить. То есть, знаете, вот смотрите, такое ощущение, как будто хочется завалиться вот сюда, упасть в бок, развернуть таз. Мы этого не делаем, мы оставляем его на месте и работаем той амплитудой, в которой мы можем выполнить вот это отведение и приведение без смещения таза. Чуть-чуть осталось. Есть. Отдыхаем. Можно прям даже лечь на спину, убрать локти из-под себя, чуть-чуть отдохнуть и принимаем позицию снова на предплечьях. Меняем с вами сторону, доделываем это упражнение и будем растягиваться. Таз наверху, ногу выпрямляем. Отведение бедра и приведение. Достаточно сложно, верю, знаю. Но надо чуть-чуть потерпеть. Если что, таз, когда на полу, нищетово, окей? Таз поднимаем вверх. Сейчас кто-то, а что, так можно было, да?
По-любому. Ага. Чуть-чуть терпим, терпим, терпим. 3 секунды. О, браво, браво. Ты молодец. Я тобой горжусь. Лежа на полу, руки вытянуты за головой. Можно выпрямить, можно взять в такой замок кистями рук локти. И мы убираем колени в сторону вправо и влево, ноги на ширине тазобедренных суставов. Расслабьтесь вправо и влево. Движение можно сделать свободным, вот как ложатся ноги, так и класть их вниз, да? А можно, наоборот, до конца еще дотягивать колени в пол, приотрывая лопатки от пола. Руки остаются на полу, а вот лопатки и позвоночник весь приотрывается от пола. А можно свободно сделать, как вам удобно, как вам больше нравится. Это растяжка, это восстановление, это замедление всех наших процессов организма, восстановление центральной нервной системы, восстановление мышц. Супер. И накопление энергии. Вы можете оставить руки за головой, если вам так удобно. Правая нога на левое колено. И мы перетягиваем в правую и в левую сторону. А можно, кстати, вот даже чуть подальше ее запихать. Как будто бы запутать ноги. Бедро на бедро. Вы знаете, как сидя на стуле мы сидим, да, ногу на ногу закидываем. И вот здесь точно такая же позиция может быть. А можно оставить только пятку на бедре. Попробуйте и в таком варианте, и в таком варианте. Где у вас ярче ощущения? Какой вариант комфортнее выполнять? Вот выберите его. У меня ярче ощущение, когда я прям ногу бедро на бедро закинула. Не голень на бедро, а бедро на бедро. Правое влево, свободное движение, плечи стараемся оставить на полу. Хорошо, естественно, в следующем подходе мы меняем сторону. Точно так же можно попробовать несколько разных вариантов. Начать с голени на бедре, а продолжить бедро на бедро. Приготовьтесь. Ой, хорошо. Продолжаем. Какие классные, приятные ощущения после тренировки. Как психоэмоциональные от того, что мы справились, от того, что мы сделали эту тренировку. Постарались сделать ее максимально результативной, продуктивной и качественной, где-то не получалось. Но мы концентрируем свое внимание на том, что получалось. Для того, чтобы был оптимистичный настрой, для того, чтобы мы доделывали начатое, достигали своих целей. Для этого нужен оптимистичный настрой на длительную дистанцию. Это очень важно. Отлично. Подтягиваем бедра к себе. Обхватываем бедра. Тянемся позвоночником в одну сторону, бедрами в другую. Вы можете уже принять эту позицию, можете просто слушать пока что. И будем перекатом с вами массажировать мышцы спины. Приготовьтесь, пожалуйста. Старайтесь перекат осуществлять не точно посередине, а слегка смещаясь в правую сторону и слегка смещаясь в левую. Возможно, тело будет заваливаться, прям падать будете, ничего страшного. Продолжайте, начинайте заново, продолжайте еще другую вариацию. Хорошо. Еще несколько повторений. Чуть-чуть смещаю вправо, немножко смещаю влево. Садимся. Садимся. Стопы вместе, колени врозь. И мы с вами тянемся вниз и наверх. В следующем упражнении вниз и наверх. Такое, знаете, рывковое движение вперед, как будто занырнуть вперед. При этом стопы отодвинуты от паховой зоны, да? Вперед и вверх. Вперед и вверх. Спина может округляться. Здесь мы не контролируем ее. Раскрывают тазобедренные суставы. Еще несколько повторений. 15 секунд.
Сзади руками берем опору, кладем ноги так, чтобы пятка прижималась к внутренней части бедра. И будем с вами менять то в правую, то в левую сторону ноги. Приготовьтесь. Начинаем. В конечной точке как будто слегка прогибаюсь в пояснице. Едва делаю прогиб такой легкий. Раскрыть грудь. Раскрыть грудь. 25 секунд. Еще. Движения свободные, приятные, легкие, в наслаждение. Отлично. Закончили. Возвращаемся в центр. Я вас благодарю за эту проделанную работу. Я вам желаю хорошего настроения, хорошего настроя на достижение ваших целей. Не сдавайтесь, продолжайте в том же духе. Спасибо вам большое за вашу отдачу, за ваш труд, за вашу мотивацию и дисциплину. До встречи в чате и на следующей тренировке. Пока!